Решение задачи 4, 25 год, гимназия, 25 год. Задача звучит следующим образом. Одна фирма производит пластиковые трубы. Постоянные издержки составляют 20 тысяч франков в неделю, а себестоимость производства 12 франков за метр пластиковой трубы. Первое. Нужно составить уравнение производственных издержек в франках как функции количества произведенных метров. Второе. Какой доход получит фирма при цене 17 франков за метр и будет ли при этом убыток или прибыль? Третье. Если продается 6000 метров труб по цене 17 франков за метр, будет ли при этом прибыль? И какова величина прибыли на проданный метр в этом случае? Итак, по задаче по пункту А составить уравнение производственных издержек в франках как функции количества произведенных метров. Мы знаем, что за х метров каждый метр произведенный, значит, себестоимость произведенного метра равна 12 франков, и плюс обязательно мы должны учитывать общие расходы на организацию производства 20 тысяч франков. Поэтому y равно 12х плюс 20 тысяч, это величина, все будет во франках, это уравнение производственных издержек в франках при условии, что мы занимаемся производством х труб, х метров труб. Далее, вторая задача, она звучит так. Продали некоторое количество труб по 17 франков за метр. И нужно выяснить, в каком случае фирма выйдет на безубыточность или прибыльность того производства, или получит прибыль от этого производства. Давайте посмотрим на это таким образом. Если 17х – это то количество денег, которое получила фирма за проданные х метров, 17х, то на производство этих х метров она должна была растратить 12х плюс 20 тысяч. И причем, чтобы фирма была безубыточная или прибыль была прибыль, надо, чтобы стоимость проданных труб превышала затраты на производство этих труб. То есть имеем неравенство 17х больше либо равно 12х плюс 20 тысяч. Как решаем данное неравенство относительно х? Переносим 12х слева с противоположным знаком и получаем 5х больше либо равно 20 тысяч. Обе части данного неравенства делим на положительное значение 5, при этом знак неравенства не меняется, и получаем, что х больше либо равно 4000 метров. То есть в случае, если наша фирма будет производить 4000 метров труб и продавать их по 17 франков за метр, то она будет безубыточна. То есть количество денег, затраченных на производство, будет равно количеству денег, полученных как выручка от проданных труб. Но если количество метров будет больше, чем 4000, то тогда наша фирма будет иметь прибыль. А в случае, если количество метров меньше 4000, то фирма будет убыточная. То есть ответ такой: при х равном 4000 метров и больше фирма будет наша безубыточная. Далее, третья задача звучит так. Фирма продала 6000 метров пластмассовых труб по 17 франков за метр. Нужно узнать, какую прибыль она получила, и выяснить, какова получается прибыль
на 1 метр квадратный. То есть сколько денег получает фирма прибыли при продаже 1 метра трубы. Итак, 17 умножить на 6 тысяч – это те деньги, которые выручает фирма при продаже 6 тысяч метров труб. 12 умножить на 6 тысяч плюс 20 тысяч – это те деньги, которые она затратила на производство этих 6 тысяч труб. Разность между этими затратами, вот она, мы открываемся, это 17 600 минус 12 и так далее. Вот это минус 12 умножить на 6 тысяч, минус 20 тысяч. Мы можем объединить первое и второе слагаемое, 17 на 6 тысяч минус 12 на 6 тысяч минус 20, и 6 тысяч вынести за скобки как общий множитель. И получили 17 минус 12 минус 20 тысяч. Тогда мы получили 6 тысяч на 5 минус 20 тысяч. Получили 30 тысяч минус 20 тысяч, это 10 тысяч. Это ту прибыль, которую получила фирма при продаже 6 тысяч метров пластиковых труб. Если метр трубы себестоимость 12 франков, и общие производственные затраты еще плюс 20 тысяч. Вот мы получили, значит, за 6 тысяч метров мы получили прибыль 10 тысяч франков. Значит, на 1 метр, если мы 10 тысяч разделим на 6 франков, делим на 6 тысяч метров труб, то мы получим 1,66 или 1 приблизительно 1,67 франка. Это такая прибыль получается, когда фирма продает 1 метр нашей трубы при себестоимости 12